Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Сегодня у нас будет волшебное новогоднее гадание на ближайшее будущее. Ну, видимо, на январь. И это древнее гадание, очень-очень необычное, очень-очень классное, которое просто, вот, я не знаю, удивило меня, поразило меня. И я, может быть, даже и в прошлом году гадала каким-то подобным способом. Но сегодня он все равно другой, этот способ. Все равно другой немножко. Кстати, у карт будут как обычные значения, так и древние значения, которые выпадают именно в этом гадании. Что самое интересное. Смотрите, я колоду Таро Райдер-Уэйта-Смит, мою рабочую, разделила на старшие арканы и младшие арканы. У нас с вами будет 3 позиции. Вам нужно будет выбрать камушек в этот раз, вовсе не карту. И мы с вами будем вытаскивать сначала старшие арканы. Шут, маг, жрица и так далее до карты мир. Если что-нибудь совпадет, что бывает очень-очень редко, мы откладываем будущее, да? И также у нас младшие арканы. Опять же, туз, двойка, тройка, четверка и так до короля. 4 раза по кругу, да. И получается, что у нас совпадет, мы откладываем тоже в ваше ближайшее будущее. Вот такие у нас интересные сегодня погадашки. Итак, новогодние гадания. Это очень-очень круто. Давайте теперь, значит, наши камушки распределять. Первая позиция у нас Берг Кристалл. Это горный хрусталь. Он натуральный. Все меня спрашивают, натуральный ли этот горный хрусталь. Натуральный. Вторая позиция у меня цитрин. Вот такой красивый цитрин, абсолютно золотой. И третья позиция у меня медовый кальцит. Или еще эта порода называется золотой кальцит. Очень-очень красивый камень. Посмотрите, как он сверкает. Прям у него вот радужные такие переливы. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Гадания на ближайшее будущее. Что вас скоро ждет. Итак, убираем. И вот у нас, значит, первая позиция. Берг Кристалл, да? Итак, давайте начнем с наших старших арканов. Старший аркан сначала достаем. Итак, мы с вами перемешиваем тщательно наши старшие арканы. Вдруг какой-нибудь совпадет, но бывает это очень редко. Скорее всего, он не совпадет. Но в жизни всяко бывает, поэтому мы должны попробовать. Итак, давайте их выкладывать. Шут, маг, жрица, императрица, император, иерофант, влюбленные, колесница, сила, дальше отшельник, колесо, справедливость, повешенный, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце, суд и мир. Видите, старшие арканы у вас не совпали на ближайшее будущее. Давайте младшие перемешивать. Младшие арканы перемешиваем, выкладываем. И есть как стандартные значения, так и свои значения этого древнего гадания. Все расскажу, всю правду доложу. Итак, давайте начинаем. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка. Так, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева,
король. Вот видите, выпало 4 карты. У вас на ближайшее будущее 4 карты. 5 мечей, 8 мечей, паж жезлов и 8 кубков. Давайте начнем все-таки с древнего значения. Вот эти вот древние значения у нас отличаются, значит, от стандартных значений. И вот смотрите, вот первая карта сомнение, вторая карта, значит, у нас идет неожиданность, третья карта победа, а четвертая карта друг. То есть у вас, смотрите, как интересно, вы сначала будете сомневаться, потом у вас будет неожиданное событие, которое связано с победой и поможет вам друг в жизни, да? Или будет рядом верный друг, может быть, спутник жизни. Вот это древнее значение, а теперь мы обсуждаем наши стандартные значения. У вас, значит, сначала, видите, идет ваш конфликт, может быть, ваша какая-то победа над врагом, или конфликт с врагом, но с вашей победой, да, или с кем-то, может быть, идет как, ну, не знаю, соревнование жизненное, и при этом вы именно побеждаете. Может быть сказано неприятное слово, но дальше это все закрывается, вот как будто бы замалчивается, люди перестают как-то вот друг с другом сталкиваться, конфликтовать, может быть, соревноваться. И тема закрывается, да, закрывается, а потом идет какая-то новость, вот, очень хорошая новость. Либо, может быть, даже очень интересное знакомство в жизни и поездка. Скорее всего, поездка идет 8 кубков, она очень часто показывает рядом с пажом жезлов именно поездки куда-то, может быть, к морю, или, может быть, поездку с новым знакомым, или вот просто с кем-то, кто вам интересен, да. Вообще паж жезлов очень часто показывает флирт, всякие общения, там люди много разговаривают, общаются, им интересно друг с другом. То есть вот у вас будет какая-то такая жизнь, что закроется вот конфликтная ситуация, да, и потом вы, получается, вот как идете в прорыв. То есть у вас идут позитивные изменения в жизни после этого. У вас идет именно вот какой-то вот как радостный период, да, когда вы, может быть, интересуетесь чем-то, чему-то обучаетесь, ищете свое счастье, ищете себя и находите, соответственно, себя, то есть кто вы, для чего вы, какой вы человек, зачем вы вот решили там, может быть, изменить свою жизнь, куда ее менять, какие-то цели ставите для себя новые. То есть вот вся суть этих карт именно в этом. У меня так собака легла, мне сейчас на ногу прям такая тяжелая собака оказалась. Вот. И получается, что вот эти карты, они вас выводят куда-то. Вот знаете, как будто бы из конфликтов, из кризисной ситуации какой-то, да, из закрытости, может быть, даже перед людьми, в более открытое такое состояние, в более общительное состояние. То есть будет много позитивных каких-то моментов, да, в скором времени, связанных с общением и самореализацией, конечно. Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы идем с вами дальше. Мы идем к позиции номер 2. Наш цитрин. Вот выбрали этот камень, значит, стремитесь к богатству, потому что этот камень богатства и процветания, да? Итак, давайте опять перемешивать наши, значит, старшие арканы. Перемешивать старшие арканы. Вот они у нас тут все. Я их сейчас перемешаю тщательно. Вдруг у вас совпадет. Но вообще они практически никогда не совпадают. Редкий случай, как говорят, да, редкий случай. Но если совпадет, значит судьба, значит вот что-то будет такое серьезное скоро происходить, кардинальное в жизни. Итак, давайте, значит, мы с вами вот тут вот сейчас будем их выкладывать. Итак, шут, маг, жрица, императрица, император. О, император, видите? Иерофант, влюбленные, колесница, сила, отшельник, колесо фортуны, справедливость, повешенный, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце, суд и мир.
Видите, у вас выпал старший аркан император. Это очень-очень важно. Значит, у вас в скором времени, ну, может быть, даже уже в январе будет в жизни какой-то серьезный такой период, когда вы занимаете самое высокое место в этой жизни, место управителя, да. То есть у вас появляется власть в руках, у вас появляется, может быть, высокое положение в обществе, может быть, деньги, решаются финансовые проблемы. И вот финансовые проблемы или вообще жизненные проблемы могут решаться с помощью мужчины какого-то, да. То есть вообще какой-то мужчина, если вы женщина, может занимать важную позицию в вашей жизни, там становиться вашим мужем, спутником жизни или там главным каким-нибудь начальником или еще что-то. То есть вот знаете, что в скором времени, если вы женщина, вокруг какого-то мужчины будут вертеться все события вашей жизни, да. А если вы мужчина, то вы займете вот невероятный пост какой-то, или, может быть, там, не знаю, очень высокое положение среди людей, у вас будет прорыв в жизни, вы будете хозяином, может быть, будете основывать бизнес, или просто вот займете какое-то высокое кресло, да, там, да, начальником станете, и у вас будут большие деньги, или имущество, да, и в этом имуществе хозяин. То есть вот так вот. Очень хорошая карта император. Хорошо, давайте посмотрим теперь младшие арканы, какие совпадут. Я вот тут уже их тщательно все это время перемешиваю. Сейчас узнаем, что там будет. Итак, туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король, туз, двойка, тройка, четверка. Кстати, эти арканы очень похожи. Заметьте, очень. Пятерка, шестерка, семерка, семерка, восьмерка, девятка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, королева и король. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, двойка. Так, у вас тут уже столько совпало, это вообще необычно. Тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, еще и паж. Рыцарь, королева, король. У вас очень много арканов, очень много. Вообще в таком необычном вот древнем гадании больше 4 карт вообще редко совпадает, а у вас совпало очень много карт. У вас целых 7 карт совпало. Это значит, что в жизни, вот особенно в январе, будет очень много событий, причем позитивных, судя по всему. Смотрите, вы стабилизируете что-то с помощью мужчины, да, вот свои финансы, скорее всего. Вам придется потрудиться, вложить силы, но вы в итоге получите огромные результаты. А потом вы получите богатство и процветание, большие деньги, изобилие, может быть, дорогие подарки какие-то. У вас действительно много финансовых денежных карт. И причем эти денежные карты от меньшего идут к большему. То есть от более стабильных финансов вы еще идете в сторону богатства, исполнения всех желаний по поводу ваших денежек, по поводу того, чтобы быть более таким богатым человеком. Да? И вот смотрите, еще идет королева мечей. Для женщины это влияние на ее судьбу какой-то строгой женщины. Для мужчины это влияние на его судьбу женщины знака воздуха или, может быть, с асцендентом в воздухе, которая может даже являться для него любимой женщиной. И дальше, видите, двойка кубков. У мужчины явно любовь с этой королевой, хоть она и строгая, а он сам император. Для женщины это, конечно же, идет влияние на ее жизнь этой женщины, да, но у нее в любви, у самой у женщины все хорошо. То есть какой-то мужчина будет явно рядом с вами, да. И рядом паж кубков вы получите любовное предложение, вы получите любовное признание в скором времени или какие-то от любимого человека подарки, знаки внимания, там, да, может быть, какие-то хорошие там слова, вот, комплименты, приглашение куда-то на свидание, может быть.
И, соответственно, королева мечей — это тоже же высокое положение в обществе. Это тоже же вот у нас с вами, ну, там, допустим, высокий пост, руководящее звено, хозяйка бизнеса или хозяин, да. И также королева мечей — дисциплина, то есть человек сам себя берет в руки, там, да, как-то сам с собой работает, у него все получается. То есть вот такая карта, она очень такая хорошая карта в этом плане, да. Тем более, что ее окружают только положительные арканы. Не забывайте об этом. Если же смотреть именно древние значения, то есть мы не можем упустить их из вида, да, в этом гадании, это же древнее гадание, у него есть древние значения. Получается, что идет радость, в скором времени в вашей жизни будет радость, также у вас будет, значит, в скором времени какой-то гость. Дальше, значит, у вас будет в скором времени обман от этого гостя, да, обман. То есть вам нужно проверять ваших гостей. Может быть, этот человек не совсем искренний с вами. Может быть, этот человек не может сказать вам по каким-то причинам правду. То есть обязательно обратите на это внимание. И дальше самое интересное, что этот человек потом расскажет вам правду. Вот сначала будет от него обман, а потом он расскажет вам правду. То есть сначала обман, а потом правда. Вот смотрите, радость, гость, то есть вы радуетесь, что гость пришел, обман, правда. То есть вы узнаете правду об этом госте, да? И дальше, смотрите, у нас следующее. Идут какие-то почести в вашу сторону, то есть кто-то будет вас хвалить, может быть, награждать, да? И потом, значит, следующая карта идет доходы. То есть у вас, видите, как интересно, да? У вас и по древнему значению, в принципе, неплохое гадание, потому что после того, как этот человек вас обманет, вы все равно узнаете правду от него же, может быть, даже, да. И почести идет, и, значит, идет все улучшение жизни, да, то есть идет награда какая-то, идет как будто бы вот знак процветания для вас. Идет радость, да, идет радость. И я считаю, что даже древние значения здесь очень-очень хорошие, несмотря на то, что гость вас может обмануть, да. Но сами карты, вот когда мы их трактовали с вами, они очень хорошие, денежные карты, богатые карты. И вот здесь любовная история такая позитивная, то есть идет двойка кубков с пажом кубков, которые точно говорят, что в скором времени у вас будет успех в любви. Ну, вот такой ответ у нас дали карты по второй позиции. И очень много карт было, очень много. А мы идем с вами к третьей позиции. Значит, наш золотой кальцит, медовый кальцит. И давайте опять же перемешивать наши старшие арканы. Перемешаем старшие арканы. Вообще интересное, да, гадание такое получается, интересное. Итак, давайте. Шут. О, шут у вас выпал, старший аркан. Вообще редко выпадает старший аркан, а тут аж второй раз уже. Во второй позиции тоже был старший аркан. Маг, жрица, императрица, император, иерофант, влюбленные, колесница, значит, сила, отшельник, колесо. О, колесо! Ничего себе, два старших аркана, представляете? Справедливость, повешенный. Ого, еще и повешенный выпал. Интересно, интересно. Смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце. О, солнце еще выпало. 4 старших аркана совпало. Ничего себе! Такого вообще не бывает. Суд и мир. Обалдеть, обалдеть. Вы посмотрите, 4 старших аркана на такое гадание. Это вообще, это не бывает. Просто не бывает. Это у вас и счастливый случай. Смотрите, в скором времени у вас будет приключение, новая жизнь совершенно. Жизнь делает поворот, да. Колесо обернулось вокруг себя, и жизнь ваша поменялась. То есть у вас будут действительно счастливые перемены, обновление жизни, обнуление какое-то, совершенно новый путь, приключения, да. Вы не будете думать о каких-то плохих вещах, там, может быть. Вы не будете бояться будущего по шуту.
Но для того, чтобы у вас было полное благоденствие, богатство, счастье, процветание там, да, и самое большое улучшение жизни, вам придется приложить усилия. Повешенный, пожертвуй чем-то ради большого счастья. Если ты хочешь сорвать действительно большой куш, а не просто немного выиграть, придется потрудиться, придется пожертвовать своим временем, может быть, усилиями или еще чем-то. Однако у вас идет, возможно, путешествие, приключение какое-то вот именно в дороге или даже переезд, Карты очень интересные, карты счастливые. 3 старших аркана из этих очень положительные. Повешенный, да, это жертва. Это правда, нужно пожертвовать ради солнца, вот чтобы над твоей головой всегда было солнце, всегда было благоденствие, удача и счастье, нужно сначала затратить какие-то усилия, да? Ну, карты вообще потрясающие, и такого не бывает. Я вам честно говорю, в этом древнем гадании такого не бывает. Это просто, вот, не знаю, судьба какая-то, судьба с вами вот так вот разговаривает сейчас. То есть вот чтобы так совпало 4 старших аркана, это просто невозможно. Хорошо. И ведь случайность, настоящая случайность. Я перед вами тасовала колоду. То есть я никуда не убирала ничего. Обалдеть. Причем шут с колесом, это вообще, если честно, правда, очень большой жизненный поворот. То есть вы действительно сейчас на пороге больших изменений в лучшую сторону, реально в лучшую. Вам скоро повезет в чем-то. Хорошо, давайте теперь младшие арканы. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева и король. Туз, двойка, тройка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Туз, двойка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паж, рыцарь, королева, король. Интересно, интересно. У вас выпало еще и 4 младших аркана, то есть всего 8 карт. Я думала, во второй позиции много карт. Нет, еще больше в третьей позиции. Итак, у нас, значит, есть королева жезлов. Замечательная карта, прорыв в плане самореализации. Скоро действительно идет улучшение в плане там работы, карьеры. Может быть, смените имидж, купите себе какие-то дорогие вещи, что-то сделайте для себя, да. И дальше мы видим настоящий праздник, то есть вам будет что отпраздновать. У вас будет вечеринка, может быть, какая-то. Или вы пойдете на чей-то день рождения, на чью-то свадьбу, или просто будет повод для большой радости. Дальше мы видим 8 мечей. 8 мечей – это часть каких-то ограничений, которые встают перед вами. Вы не знаете, что делать. Но при этом идет 2 жезлов. Вы сделаете абсолютно правильный выбор и будете действовать в жизни дальше. Да, действительно, у вас вот тоже есть такая тенденция. Все 3 аркана положительные и один какой-то вот немножечко блокирующий, подвешивающий вас. На вас как будто бы влияют какие-то внешние обстоятельства, дают вам препятствия, но вы не пасуете, потому что вы в скором времени эти препятствия обойдете. А еще у нас есть древнее значение. И согласно этим древним значениям вот этого гадания интересного такого, да, у вас любовь, любовь в скором времени. Потом, значит, у вас идет дорога, любовь, дорога. И потом, значит, после этой дороги у вас идет новое увлечение, самое-то интересное. А потом у нас идет здесь любовник. Вот смотрите, как интересно. У вас получается любовь, потом дорога, потом новое влечение, любовник. Я в шоке. То есть, вот теперь что хотите с этим значением, с древним, то и делаете, понимаете? Если вы не планировали заводить ни любовников, ни любовниц, то есть тут любовник и любовница, может быть, да, любое, то вот я не знаю, прям напросятся они к вам, понимаете? У вас любовное приключение идет такое, что ого-го. И еще и в дороге где-то. Куда-то поедете, а там
новое увлечение будет, любовники с любовницами. Вот представляете? И мое мнение, что да, вы можете никого не заводить, но, скорее всего, кто-то будет увлекаться вами в скором времени. Кто-то будет, несмотря на то, что вы любите другого кого-то, да, или будете любить, кто-то будет вам предлагать там еще отношения. Соглашаться, не соглашаться, то никого не было, то много, да. Это ваше дело, конечно, это ваше дело. Но у вас идет явная альтернатива. Причем эта альтернатива находится на расстоянии от вас. Совершенно точно. Вы куда-то едете, и эта альтернатива появляется именно там. Так что вот думайте. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Спасибо, кто поддерживает наш канал. Смотрите дольше, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь те, кто еще не подписался, потому что я вижу, что половина или 30% да, людей, кто смотрит мои видео, не подписаны на канал. Ведь нетрудно поставить, подписаться, да, и поставить колокольчик. Так что вот я даю вам задание. Подпишитесь. Всем пока и до новых встреч.